Сразу же отвечу на поставленный вопрос, покупать его не стоит. Но не потому, что он плохой или не оправдал ожиданий. Просто уже вышла версия Quadcast S. Понятно, что он может быть недоступен на всех рынках, либо где-то цена будет выше, чем на оригинал. Но если же, конечно, есть возможность, то лучше брать новую версию. Отличий практически нет, но все же это новый микрофон, так что зачем вкладываться в старый. Что же можно сказать про оригинальный Quadcast? Конечно же, шикарный микрофон, но не без нюансов. Начнем с главного, для чего берется микрофон – звук. Он шикарен. Хоть у меня не было опыта с другими студийными микрофонами, но из того, что я слышал на своих записях, Я в Фейбле наловил рыб в 2000 каком-то там году. Там и золотые были, и волшебные, ничего там только не было. Я просто думаю, что блин, там сапог сейчас выловлю. в тестах он просто прекрасен. Причем без каких-либо дополнительных настроек. Конкретно я вообще ничего не настраивал, только в OBS поставил стандартный фильтр шумодава, значение минус 30 дБ. Все же у меня в ПК куча вентиляторов, и шумодав с ними отлично борется. Сейчас я говорю с включенным шумодавом, и сейчас я его выключу. Ну что, есть ли какая-либо разница? Из 4 доступных режимов захвата на микрофоне я использовал только 2. Кардиоидный Quadcast. и стерео. С ними не было никаких проблем, поэтому я думаю, что и другие работают корректно. Также не было замечено никаких проблем с подключением, по крайней мере на Windows 10. К микрофону можно подключить наушники, собственно на них у меня звук выводится, проблем никаких замечено не было. При включенном микрофоне в наушниках есть определенный фон, чтобы можно было оценить захват звука. То есть вы не слышите то, что записывается, либо в свой голос, вы просто можете оценить, как оно записывается. Я не знаю, как это описать, это надо попробовать. Но для студийного микрофона это очень полезная история. Были пару моментов, когда я заходил в Discord с выключенным по тапу микрофоном, и тогда Discord выбирал другое устройство, так как думал, что микрофон не работает. Не в вебку я говорил, я говорил в наушники. Наушники, которые подключены к микрофону. Приходилось заходить в настройки и выбирать микрофон заново. В остальном же никаких проблем вообще не было. Discord, Skype, Telegram, прочие мессенджеры, игры. Нет, не готова, ладно, я передумала, все, до свидания. Онлайн-платформу для, например, изучения языка. Ничего замечено не было. Либо же мне о них просто не говорили. Не так давно мне написал один человек, который сказал, что у него проблемы с Counter-Strike, а конкретно через веб-систему Counter-Strike. Он сказал, что когда он говорит, проблем нет, но если от него идет звук, но он ничего не говорит, то слышен шум. Я потестил, поспрашивал у ребят, на каких-то серверах говорили, что есть фон, на других нет, хотя это все довольно странно. В VoIP нет шумодава и даже нельзя трэш-холд настроить, поэтому возможно что-то пробивается опять же от компьютера, от вентиляторов. Дизайн, да, он классный, да, он запоминающийся и вызывает вау-эффект, особенно у людей, которые вообще не знакомы с сферой и не сразу могут понять, что это за красная штуковина стоит, особенно если она включена. Но для владельца со временем становится привычным объектом интерьера и не вызывает такого же вау-эффекта. Выглядит приятно, хотя было бы круто иметь возможность включать красную подсветку. Подставка шикарно сделана, она из металла на прорезиненных ножках, которые отлично стоят на поверхности, и если они чистые, то вообще микрофон будто прилипший. Если на них налипает пыль, конечно, он уже не так плотно стоит и желательно иногда их протирать. Конструкция подставки крепления такова, что микрофон не соединен напрямую с подставкой, он висит на так называемых нитях. Это называется шок-маунт, либо антивибрационная паутина. В целом конструкция классная. Непонятно, насколько она эффективная, но если есть, то почему бы и нет. Особенно учитывая, что к другим микрофонам такое докупает отдельно. На подставке можно регулировать уровень наклона микрофона, и тут скрылся один нюанс. Со временем микрофон немного накренился в ту сторону, с которой закручен болт. Возможно, это не связанные вещи, но я просто не могу найти других причин, почему это произошло. Стоял он в положении чуть выше опущенного, то есть вполне возможно, что именно болт из-за давления и перекосил его. Бади микрофона из металла. Сенсорная кнопка на топе очень удобная, использую ее постоянно. Просто тапнул, звук выключился, так же как и подсветка. Никаких нареканий, очень классная тема. За счет того, что на сенсорной нет никаких дополнительных кликов в эфире. Но если включен шумодав, то слышен характерный пук. Шайба снизу имеет очень приятный ход и размещена довольно странно. Может показаться, что индикатор показывает диапазон регулировок, но на самом деле шайба крутится намного дальше влево и вправо. Возможно, это сделано для того, чтобы пользователи оставляли сроки громкости где-то посередине, а все остальное делали уже программно. С реле переключения режимов также никаких проблем не было, хотя, как я и говорил, использовал я их нечасто. Микрофон отлично покрывается пылью, а также он довольно здоровый. Софта к микрофону нет, он есть в новой версии, но из того, что я видел, там в основном настройки подсветки. Стал бы я брать его себе еще раз? Пожалуй, да. Альтернатив ему все равно не было. Единственный микрофон, который мне понравился, это Samsung G-Track Pro, который стоит в 2 раза дороже. За такую стоимость можно взять либо 2 квадкаста, старый и новый, почему бы и нет. Плюс еще наушники деньги останутся. Либо же взять микрофон, наушники, ARM, панель управления. Найти куда вложить эти деньги, чем переплачивать за 2 раза почти такой же микрофон.
пусть который звучит чуть лучше. Как итог, это шикарный микрофон, который полностью оправдывает свою стоимость. Но лучше уже брать новый, если есть такая возможность. И учитывайте, что чем лучше микрофон, тем выше требования к природному качеству вашего голоса.